Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать работу нашего канала донатом по ссылке в описании видео. Благодаря вашей поддержке наши ресурсы остаются бесплатными для всех. Большое вам спасибо! Сегодня мы разберемся в таинственном явлении, которое явно связано с потусторонним миром, но до сих пор остается непознанным и непонятным для большинства живущих. Странными пробуждениями людей ровно в 3 часа ночи. Приступим. Несмотря на то, что большинство граждан, проживающих на планете Земля, из-за страхов смерти и утраты горячо любимых существ отмахиваются от всего потустороннего, задвигают важное открытие о жизни после смерти и устройстве того света подальше, предпочитая не замечать их проявления, абсолютно все так или иначе все равно сталкиваются с ними на протяжении жизни. Поверьте, не существует людей, которые хотя бы 1-2 раза не столкнулись с духовным миром и его проявлениями в нашем мире плотной материи. Любой человек, даже самый последний и законченный скептик, все равно так или иначе сталкивался со странными, с необъяснимыми с точки зрения традиционной науки явлениями. Ранее в предыдущих лекциях, наших книгах и публикациях нашего телеграм-канала мы с вами уже разбирали часть таких всем знакомых явлений. Есть еще одно такое явление – время 3:00 ночи и странные паранормальные события, сопутствующие ему. По всему свету никак не связанные между собой люди разных национальностей, цветов кожи, полов, возрастов, происхождений, вероисповеданий, политических взглядов, ориентаций, кулинарных предпочтений и так далее, ведомые неизвестной силой, регулярно просыпаются ровно в 3 ночи и не могут понять причин, по которым это происходит. Этому удивительному феномену сопутствует и ряд общих для всех пробуждающихся явлений. Кому-то перед пробуждением снятся сны с умершими родными и любимыми. Кто-то ощущает эффект присутствия в спальне. Кто-то пугается этих странностей и теряет сон до самого утра, а кто-то просто спокойно переворачивается на другой бок и засыпает. Достоверных и точных объяснений этому явлению в данный момент нет. Ученые, как обычно, несут какой-то вздор про совпадение и самопрограммирование на пробуждение. Хотя даже школьнику очевидно, что если с миллионами людей по всей планете происходит одно и то же событие, это никак не может быть совпадением. Психологи присоединяются к ученым и рассказывают про подавленные воспоминания и стресс, приводящие к подобным последствиям, а также прозрачно намекают, что для исцеления от этих пробуждений надо бы занести денег за консультацию, а лучше за 20. Врачи вообще рассказывают про то, что это вызывается менструальным циклом и прочими неведомыми, но строго биологическими причинами и предлагают таблетки. Религиозные деятели и деревенские бабки традиционно пугают сатаной и бесами, которые в 3:00 в так называемый ведьмин час приходят в наши спальни и пытаются искусить на измену Богу. Ведь, как известно представителям этих кругов, сны в принципе могут быть только от лукавого и никак иначе. Киношники эксплуатируют эти ужастики и снимают фильмы, в которых рассказывают бредни о том, что 3 ночи – это время, обратное времени распятия Христа. А значит, именно в этот момент дьявол сильнее всего, ну и вот вам причина и объяснение. В общем, обычная история нашего не вполне здорового на голову материального мира.
Давайте разбираться в нашем стиле, нормально и здраво. Я давно наблюдаю за этим явлением, так как после ухода моей самой родной и близкой души, уже знакомого постоянным зрителям канала Даньки на тот свет, наряду с другими проявлениями потустороннего, сам стал регулярно просыпаться ровно в 3 ночи. Подробно об этих событиях и полученных с их помощью доказательствах жизни после смерти я рассказал в нашей книге «Жизнь после жизни есть, я знаю. Путешествие скептиков в потусторонний мир». Если вам будет интересно узнать об этом пройденном мною пути, прочитайте эту книгу. Самое главное, что нужно сказать, за все время наблюдений я не обнаружил в явлении пробуждений в 3 ночи вообще никакого зла и никаких опасностей, несмотря на то, что это происходит до странного часто. Иногда я тоже испытываю ощущение чего-то присутствия в комнате, а моя кошка Няша вообще почти каждую ночь в 2:55 просыпается, соскакивает со своего уютного кресла на пол, садится в направлении входной двери и до 3:10 пристально смотрит на нее, после чего снова ложится спать и засыпает уже до самого утра. И тем не менее, это случалось столько раз, и ни одного единственного раза не привело ни к чему плохому, что можно точно сказать. Никакого зла в этом явлении нет. Так что о ведьмином часе, кознях сатаны и бесовских искушениях можно спокойно и навсегда забыть. Из своих длительных наблюдений я сделал следующие выводы. Первое. Время 3:00 действительно означает нечто важное. И в это время действительно происходят некие незримые для человеческих органов чувств события с участием сил из тонких миров Вселенной. Второе. Вследствие этих событий тонкого характера, по-видимому, происходят энергетические возмущения, которые приводят к пробуждению биологического тела человека, имеющего определенную степень чувствительности, и немедленному возвращению сознания или духа в тело. Третье. Данные причины нейтральны по своей природе и не являются опасными. Из-за энергетических возмущений возвращение духа в тело происходит моментально и автоматически. Точно так же, как оно происходит из-за, например, затекшей конечности или громкого звука. Просто в силу устройства механизма таких возвращений. Четвертое. На мой взгляд, в это время происходит сближение плотных и тонких областей мироздания. Все во Вселенной находится в движении, подвержено циклам и существует циклически, от банальной смены дня и ночи до рождения и смерти. Очевидно, что и любые миры, тонкие и плотные, находятся в постоянном движении и живут согласно определенным для них циклам. Циклы земного мира и потустороннего, разумеется, взаимосвязаны, поскольку связаны и сами миры. Отсюда и влияние одного мира на другой. Сближение миров вызывает описанные проявления. Это можно сравнить с движением Луны по ее орбите вокруг Земли. Земля и Луна – это тоже два разных мира, взаимосвязанные друг с другом, хоть и находящиеся в одной области плотной материи. В определенный момент на каждом обороте по орбите Луна оказывается на максимально близком расстоянии от Земли. Оно называется перигей. И максимально далеком. Это уже апогей. Это приводит к обязательным физическим проявлениям на Земле. Приливам и отливам, повышению или снижению работоспособности у людей, изменению их психического состояния, усилению роста растений, адсорбции семенами наибольшего количества влаги, депрессиям или наоборот эмоциональным подъемам и так далее. Что-то похожее мы ожидаемо должны наблюдать и про взаимодействие разных уровней мироздания – плотного и тонкого.
Вот, скорее всего, и наблюдаем на примере странных ночных пробуждений по всей планете. Пятое. На проявление сближения миров в 3 ночи, как и на все остальное в вашей жизни, можно влиять и устранять их простыми действиями, не связанными с употреблением снотворных и посещением дорогостоящих психологических сеансов, без забегов к врачам и, что самое важное, без бесконечных тревог и страхов. Если вы тоже пробуждаетесь в 3 ночи, вам это не нравится и вы хотите это устранить, перед отправлением ко сну прочитайте молитву «Отче наш» или генерируйте ее суть своими словами. Представляйте вокруг себя сияющий щит и благодарите своих духовных наставников, ангелов-хранителей и других помощников за спокойный сон. Если вы не верующий или не принадлежащий ни к какой религии человек, не обязательно пользоваться именно религиозными текстами. Тут важна суть создаваемого вами мыслеобраза. Вы можете создать его любым, удобным вам способом, своими словами или же мыслями, и он будет не менее эффективен. Например, в своем воображении вы можете окружить себя сияющими синим светом фигурами друзей-защитников, которые, к слову, и так у вас есть и реально неотступно следят за вашим благополучием во время вашего пребывания и работы в земном мире. Подойдут и любые другие, свойственные лично вам защитные меры, которые, по вашему мнению, эффективно защищают вас от всего плохого, что только может случиться во время ваших потусторонних путешествий во время сна. Если хотите, и это даже самый лучший вариант, включите свое творческое сознание и создайте для себя свои собственные защитные меры. Я проверил это на себе. Пробуждения прекращаются немедленно, уже с первой же ночи применения подобных защитных мер. Так что вы тоже можете воспользоваться этим охранным средством. Но помните, что вместе с этим устраняется и возможность познания чего-то нового и интересного. Поэтому не торопитесь закрываться от проявлений потустороннего мира. Как я уже сказал, в этом, на первый взгляд, страшном и неприятном явлении на самом деле нет абсолютно ничего дурного. Вполне возможно, что через это явление духовный мир прорывается к вам, чтобы дать ответы на давно мучающие вас вопросы, помочь вам в ваших земных делах и реализации ваших истинных целей, задач и желаний и сделать вас счастливее, чем когда бы то ни было. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти в целом и по этой лекции в частности, а также познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Напоминаю, что если у вас есть вопросы по нашей дисциплине, то задать их мне вы можете под любым видео или в специальной теме раздела сообщества. А ответы на них я как раз и даю в Телеграме в порядке живой очереди. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.